Оцениваем идею проекта. Как понять, что идея проекта, которую вы придумали, стоит реализации? Для этого я предлагаю ответить на несколько вопросов. Кто ваши конкуренты? Актуален ли ваш проект? Насколько правильное время вы выбрали для его реализации? Чем ваш проект будет отличаться от конкурентов? И какова ваша целевая аудитория? Коротко пройдемся по каждому вопросу. Первый вопрос – кто ваши конкуренты? Посмотрите, кто еще решает такую же проблему, как и вы. Способ решения этой проблемы может отличаться, но посмотрите, кто достигает того же результата, которого хотите вы. Для анализа внешней среды ваших конкурентов можно использовать разные инструменты, например, классический SWOT-анализ или анализ 5 сил Портера. Обратите внимание на то, какую модель, какие подходы используют ваши конкуренты. Возможно, что-то из этого вы можете применить и в своем проекте. Следующий вопрос – актуален ли ваш проект? Отвечая на этот вопрос, вы должны верифицировать для себя существование проблемы, с которой собирается работать ваш проект. Действительно ли проблема существует? Актуальна ли она для вашей целевой аудитории? Например, проблема вакцинации, с которой работает ЮНИСЕФ, изначально была непонятна людям. Люди не осознавали ее наличие, не признавали ее. У вас может оказаться подобный случай, и тогда, возможно, ваш проект должен быть направлен на то, чтобы проявить проблему, обозначить ее существование, и только после этого приступать к ее решению. Проясняя актуальность проекта, стоит провести опрос вашей целевой аудитории, подтвердить или опровергнуть свои гипотезы, а также собрать данные из открытых источников. Все это поможет вам в дизайне проекта. Правильное ли время вы выбрали для проекта? Этот вопрос касается не только сезонности вашего проекта, но и того, насколько аудитория и рынок готовы к вашему продукту или услуге. Например, посмотрите, пересекается ли ваш фестиваль с периодом проведения фестиваля вашего конкурента, стоят ли они рядом во времени. Также важно оценить внешнюю среду и проанализировать социальные, экономические и другие факторы, которые могут повлиять на проект. Для этого можно использовать инструмент PEST-анализа. Чем ваш проект будет отличаться от конкурентов? Определите ключевые отличия, которые будут дифференцировать вас от ваших конкурентов. Вы можете взять какой-то из существующих компонентов вашего конкурента и улучшить его, или же создать свою собственную уникальную дополнительную ценность. Для кого вы делаете проект? Кто его целевая аудитория? Целевая аудитория – это группа людей, чью проблему вы пытаетесь решить, на кого направлен ваш продукт или услуга. Описывая целевую аудиторию, можно сформировать так называемый портрет клиента или маркетинг-персона. Для этого можно использовать существующие шаблоны. Если вы придумали несколько проектов, но в условиях ограниченных ресурсов и времени вам нужно выбрать, какую же идею воплощать первой, предлагаю воспользоваться простым и наглядным инструментом. Постройте шкалу, где будет две оси. Первая ось – это влияние проекта, его положительный эффект и величина его результатов. Вторая ось – это ресурсы вашего проекта – люди, деньги и время. Далее на отдельных стикерах напишите все идеи ваших проектов и разместите их на шкале соответствующим образом. Те проекты, которые будут иметь максимальный эффект, но при этом требуют минимум ресурса, будут наиболее эффективными. Исходя из этого, вы можете принять решение, какой проект воплощать в жизнь первым. Особенно удобно использовать этот инструмент внутри организации или в команде, чтобы все вместе расставить приоритеты и оценить эффективность идей.